Всем привет! Меня зовут Ира, и вы на моем канале «Жизнь бухгалтера в Польше». Сегодня мы с вами поговорим о корректировках или исправлении ошибок в ПИТ-37. Если по подаче ПИТ-37 на просторах YouTube очень много роликов, то по поводу исправления ошибок информации немного, и тем более не на польском языке. Поэтому я бы хотела свой трехлетний опыт в подаче коррект на ПИТы трансформировать в один полезный ролик, который, я уверена, поможет вам без труда самостоятельно исправить любую ошибку в вашем ПИТе. Сегодня я покажу вам самые часто совершаемые ошибки и расскажу, как их исправить. Для начала, как всегда, я вам расскажу об общих принципах составления корректы, чтобы вам было понятно то, что я буду показывать на практике. Так что смотрите это видео до конца, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, дальше будет интересней. Поехали! Как вы уже знаете из моих видео, существует два способа подачи ПИТа. Первый способ – это когда вы первый раз подаете свой ПИТ и ставите галочку напротив вложения зазнания. И второй раз – это когда вы подаете корректу и ставите галочку напротив корректа зазнания. Как же можно сделать корректу ПИТ с помощью программы ePITы? Первый способ – это мы с помощью креатора создаем новый ПИТ и ставим галочку напротив корректа зазнания. Причем автоматически выбирается пункт, где написано, что мы корректируем декларацию, поданную согласно статье 81 Налогового кодекса Польши. Этот пункт подходит в большинстве случаев и означает, что мы корректируем декларацию добровольно и не на основании налоговой проверки. Второй же пункт касается людей, относительно которых уже идет налоговая проверка по поводу уклонения от уплаты налогов, и налоговая нашла у них ошибки, и теперь им нужно их исправить. Также внизу есть поле, где можно, но не обязательно, указать причину, почему вы хотите откорректировать этот ПИТ. Например, вам нужно добавить второй ПИТ, добавить дополнительные доходы, какие-то льготы добавить или убрать. Вы хотите переделать индивидуальный ПИТ в совместный или какая-нибудь другая ситуация. Второй способ, как можно составить с помощью программы ePITы корректу, это встать на тот ПИТ, который вы уже отправили, щелкнуть правой кнопочкой и выбрать позицию «Создать корректу». Этот способ я обязательно покажу дальше, так что не убегайте. Так, что еще вам такого интересного надо рассказать о корректах, прежде чем переходить к практике? Корректа ПИТа в Польше – это просто-напросто составление нового ПИТа, только уже правильного. Если в Украине, например, корректировка любой декларации заключается в том, что вы сначала неправильный показатель вносите отдельной строкой с минусом, потом вносите другой строкой с плюсом, причем на каждую ошибку существует миллион разных кодов, и в этом всем можно легко запутаться, то в Польше все упростили. Нету ничего этого, вы просто создаете такой ПИТ-37, который вы хотите в итоге видеть, который должен быть правильным, и ставите галочку корректа. Как же проверяет ваши ПИТы налоговая? Она просто заглядывает в самый последний ПИТ или в самую последнюю корректу, а на все предыдущие не обращает внимания. Причем коррект может быть бесконечное количество, и корректировать можно их за предыдущие 5 лет, начиная от конца года, в котором прошел срок уплаты налога. Например, срок уплаты налога за 2017 год это 30 апреля 2018 года. То есть корректировать можно, начиная с 2018 года с конца и до конца 2023 года ПИТы за 2017 год. Если вы только отправили ПИТ 37 и поняли, что сделали там какую-то ошибку и хотите ее исправить,
то пока вы не получили возврат от налоговой на расчетный счет, можете смело исправлять ошибку без последствий. Если же вы уже получили на расчетный счет возврат от налоговой и хотите исправить что-то, что повлияет на размер вашего налога, то вам нужно будет хорошо подумать и исправить все правильно. А как это сделать, я покажу дальше на примере. Типичные ошибки в ПИТ-37. Первая, самая частая ошибка – это, конечно же, неправильное внесение данных из ПИТ-11. Внесли данные не в ту ячейку, ошиблись в сумме, забыли внести взносы в ЗУС, забыли внести сумму авансов и тому подобное. Вторая ошибка – это, конечно же, ошибка в льготах. Либо вы забыли добавить какую-то льготу на ребенка, на интернет или какую-то другую. Либо вы хотите удалить какую-то льготу. Например, узнали, что ваш ребенок в этом году заработал больше 16 тысяч злотых. Либо то, что ребенку исполнилось 26 лет и уже нельзя его показывать в льготах. Либо если указали сумму за интернет фактическую, она больше 760 злотых, больше лимита, и хотите это исправить. Также часто ошибаются в контактных своих данных, либо в адресе проживания, неправильную налоговую указывают, куда должен пойти этот ПИТ-37. Возможно, вы забыли указать ваш дополнительный доход или хотите исправить индивидуальный ПИТ на совместный с мужем или с ребенком. Что же делать, если не подал ПИТ, начиная с 2017 года вовремя? Во-первых, вам нужно будет ПИТы за 2017 год и 2018 год подать как обычный ПИТ и указать цель изложения зазнания. А ПИТы за 2019, 2020 и 2021 годы нужно будет подать как корректа зазнания. Почему так? Дело в том, что начиная с 2019 года по каждому налогоплательщику на сайте налоговой формируется автоматический ПИТ-37. Это касается тех налогоплательщиков, у которых на тот момент был уже песель и по которым работодатель прислал в налоговую ПИТ-11. Поэтому, прежде чем вы решитесь подавать ПИТы за предыдущие годы, не поленитесь, посмотрите мое видео, как зайти на сайт налоговой «Твой ЭПИТ», посмотрите, какая у вас ситуация по ПИТам, какие ПИТы создались автоматически, какие не создались, правильно ли они создались, и только тогда уже подавайте корректу или новый ПИТ. И учитывайте, пожалуйста, что при подаче ПИТов или исправлении ПИТов прошлых периодов может возникнуть ситуация, когда будет недоплата налогов, и вам нужно будет уплатить не только сумму этой недоплаты, а еще и проценты за то, что не заплатили вовремя. Бывают ли ситуации, когда выгодно делать корректу? Да, и очень часто. Например, в первые мои месяцы жизни в Польше я помогла одной девушке составить корректу, так как ее муж 3 года работал в Польше, а она с детьми жила в Украине, и они не знали, что могут получать возврат налогов на детей. И потом, в течение получаса мы составили 3 корректы за 3 предыдущих года и указали там льготу на 2 детей. И суммарно это получалось 6600 злотых на 2 детей. И буквально через месяц деньги были у них уже на расчетном счету. Так что, если у вас такая же ситуация, не стесняйтесь, пользуйтесь своим правом и смело просите возврат налога. Итак, завязываем с теорией и переходим к практике. Для начала я покажу вам, как можно 2 способами создать корректу к ПИТу. Первый способ — это через креатор ПИТ. Нажимаем сюда и
создаем корректу с нуля, то есть как обычный ПИТ 38. Выбираем для этого здесь не изложение зазнания, а корректа зазнания. Щелкаем. И тут, так как я вам говорила, оставляем первый пункт. Если вы корректируете свой ПИТ самостоятельно, у вас еще нету проверки, вы просто нашли у себя ошибку и решили исправить свой ПИТ 37. Или выбираем второй пункт, если вы корректируете уже во время налоговой проверки, у вас нашли ошибку и вы решили ее скорректировать. Вот тут вот вы вписываете причину, по которой вы хотите скорректировать свою декларацию. И поле это не обязательно. Хотите, записывайте. Просто налоговой так легче будет понять, зачем вы вообще создали эту корректу. Например, если вы забыли внести второй ПИТ, так и пишите. Заповняла додать ПИТ 11. Если хотите различить ще з мałżonkiem, так и описывайте. Ну и тому подобное. Когда вы поставили галочку напротив корректа зазнания, дальше заполняете ПИТ так, как бы вы хотели его видеть без ошибок. Это я вам показала способ первый с помощью креатора ПИТ. Сейчас я это закрою и покажу вам, как можно на основании того ПИТа, который вы подали, тоже сделать корректировку ПИТ. Становимся на декларацию, которую мы хотим откорректировать. И вот здесь высвечивается окошко, где надо нажать «Утвож копия» или «Корректа». Нажимаем, и у нас сразу открывается ПИТ с галочкой «Корректа зазнания», и в нем уже заполнены те данные, которые были заполнены в ПИТ 37, когда вы его подавали. Сначала я вам покажу, как исправить ПИТ 37, если вы ошиблись в каких-то данных. Идем дальше, нажимаем «Далее». И вот здесь можно исправить ваш номер песель, если вы ошиблись. Если ошиблись в фамилии, в имени, в дате рождения, в адресе или в ужонде с карбом, вашей почте, номер телефона, вот здесь вы все это можете исправить. Просто исправляете, как должно быть, выбираете правильный ужонд с карбовой вот здесь, который вы хотите поменять, исправляйте здесь данные и нажимаете «Далее». И все. Вот так вот исправляются данные налогоплательщика. Если же вы ошиблись в каких-то данных в ПИТе 11, который вы внесли, то вы вот здесь нажимаете «Эдитуй приход», и у вас открывается окошко, которое вы заполняли, когда вносили ваш ПИТ 11. Здесь вы можете исправить номер, название працедавцы, можете исправить ситуацию, одну из этих 4 с коштами взыскания приходу. Если ошиблись в сумме, меняйте суммы. Если ошиблись за личку, например, забыли вообще, 0 у вас тут стоял, добавляйте. Добавляйте ваши налоги, вот складки на обеспечение сполечне, складки на обеспечение здравотное, и просто нажимаете «Запись» и все. Если же вы забыли вообще добавить второго работодателя, то вы просто нажимаете ПИТ 11 и заполняете как обычно. Название, все эти поля, все данные, суммы. И опять нажимаете «Запишь». Если же вы забыли добавить дополнительный какой-то доход, например, от діяльності спілки, там какие-то заграничные доходы, какие-то другие доходы, например, там, от фриланса, ваш доход от YouTube, еще какой-нибудь, то заполняете вот здесь эти все поля, нажимаете «Запишь» и идете дальше. Сейчас я хочу вам показать, как будет выглядеть ситуация у этого человека, Иванова Ивана, если, допустим, он забыл добавить льготу на ребенка
вспомнил и решил откорректировать. Сейчас я вам покажу, сколько будет его возврат налога без льгот. Вот видите, тут галочек на льготы нету. И мы идем в конец, нажимаем дальше, нажимаем дальше. Тут он не хочет никакого рахунку заглашать. Нажимаем дальше, налог. Перечисляем 1% от осіб фізичних, 1,5%. И вот тут у него с одним питом квота до звроту 1562 злотых. Сейчас я вам покажу, как изменится сумма по его питу 11, если он добавит ребенка. Вот, нажимаем «Ольга з титулу виховання дітей», нажимаем «Далее» и заполняем все данные по ребенку. Если у ребенка есть песель, то вписываем сюда песель, но это не обязательное поле. Если нет песеля, вписываем его имя, например, будет у нас Артем Иванов. И дата рождения его, например, будет 20.03.2000. Нет, допустим, 2006. Ой. Вот, если вы видите, внесли дату рождения, то он уже пишет, что не обязательно песель. Согласно дате рождения ребенка, сразу программа написала, что ему положено за целый год, и сумма на ребенка будет 1112 злотых. Нажимаем «Запись» и идем дальше. Ура! И здесь внизу пишется, если у тебя один ребенок, то доходы, если больше, чем 56 тысяч злотых, то тебе эта льгота не предусмотрена. Что он пишет? Согласно твоего пита у тебя доход 109 тысяч, поэтому льготу применить ты не можешь. И ты берешь, вот так нажимаешь «Далее», и он ругается и не даст тебе пройти дальше и подать эту корректу до тех пор, пока ты не удалишь этого ребенка. Сейчас же мы добавим еще одного ребенка и посмотрим, как эта ситуация отразится на возврате налогов этого человека. Так, мы вернемся, нажимаем «Далее» и добавляем еще одного ребенка. Допустим, у него еще есть Аня, дочка, которая родилась там 15 марта 2009 года. Нажимаем «Запись». Показывает, что на второго ребенка тоже 1112 злотых ему полагается. Нажимаем «Запись». И все, программа уже не ругается, так как на двоих детей никаких ограничений в доходе нет. И ему положено 1112 на первого и столько же на второго ребенка. Идем дальше. Потом опять дальше. И в итоге у него, получается, изменился изменился возврат налогов с 1500 злотых до 3700 злотых. То есть добавились ему эти 2200 злотых на двоих детей. Если вас устраивает то, как все выглядит, то, чтобы отправить корректу в налоговую, нажимаете «Дальше» и поступаете точно так же, как вы поступаете, когда отправляете ПИТ 37. Нажимаете «Дальше», вносите приход за предыдущий год и подпиши «Вышли». Потом приходит УПО и пишется, что корректа выслана по праву и с кодом 200. И все, значит, корректа ваша уже видна в вашем кабинете «Твой ЭПИТ», и с ней все нормально. Смотрите, только что я вам показала ситуацию, когда у человека был подан ПИТ 37, и в нем сумма к возврату была 1500 злотых. Согласно корректе, которую он подал, теперь налоговая должна ему вернуть не 1500 злотых, а 3700 злотых. То есть это не он
больше должен налоговая, а налоговая должна ему больше. Если 1500 злотых ему уже вернулись на расчетный счет, то налоговая просто докинет разницу между 3700 и 1500 злотых ему на счет. Что же делать, если после вашей корректы, наоборот, квота дозвроту уменьшилась? То есть было 1500, вам налоговая перечислила на расчетный счет 1500, а вот стало 1200. И эти 300 злотых вам лишние вернула налоговая. Что в таком случае делать? В таком случае вы разницу между этими двумя квотами должны вернуть налоговой. Как это сделать? У меня на моем канале есть видео, как сгенерировать свой микрорахунок. Вы просто берете, генерируете этот микрорахунок и возвращаете налоговой пшелевом, то есть через банк возвращаете разницу налоговой. И тогда у вас все хорошо закроется. На вашем микросчету, микрорахунке будет уже правильная сумма, 1200 злотых. Те 1500, которые они вам дали, минус те 300, которые вернули, и будет 1200, те, которые вы должны были, согласно корректе, заплатить, получить. Если вы, например, сделали корректу, и она вам не нужна, вот как мне сейчас, то вы на нее щелкаете и нажимаете «Усунь». Если вы ее еще не отправили, то можно смело ее удалять. Чи, напевно, хочеш? Так, хоче. И все. И она удалится, и в памяти программы здесь не сохраняется. Сейчас же я вам хочу показать, как сделать корректу, изменив индивидуальный вид, отправленный на совместный с женой. Для этого мы опять нажимаем на декларацию, которую хотим откорректировать, выбираем «Утвож коректи». И вот тут вместо галочки «Индивидуально» делаем «Спольне з мałżonком». Корректа зазнания выбрана, дальше нажимаем «Далее». Тут у нас сначала данные податника, мы их не меняем. Нажимаем «Дальше». Свой ПИТ 11 нам менять не нужно. Нажимаем «Дальше». И теперь мы должны добавить данные жены. Для этого я заполняю номер песеля. Фамилия у нас, допустим, Иванова. Фамилия у нас будет Иванова Катерина. Допустим, дата рождения у нас автоматически по песелю заполнилась. Адрес замешкания у нас такой же будет, как и у мужа. Нажимаем «Дальше». Если жена у нас работала, то добавляем данные по ПИТ 11 ее. Если же нет, не работала, мы просто хотим сделать совместный ПИТ, чтобы сэкономить на налогах. Нажимаем «Дальше». Спрашивает, точно не хочешь добавить никакие налоги? Мы говорим, да, точно. Не налоги, доходы в смысле. Льготы мы не добавляем, допустим, детей у них нету. Дальше не хочу никакой рахунок. Если же вы хотите исправить и добавить рахунок, ставите тут, чей вы хотите рахунок добавить, мужа, жены или общий счет какой-то. Нажимаем «Дальше». И это мы не корректируем. Нажимаем «Дальше» и видим, что сумма к возврату, которая была у него 1500, увеличилась даже по пустому ПИТу жены, увеличилась аж до 5163 злотых. Поэтому я всем советую, если жена совсем не работала или зарабатывала мало, обязательно делать совместный ПИТ, за счет чего же увеличивается эта разница. Во-первых, из-за того, что доход у него был 121 тысяча злотых. А вы знаете, что до 120 тысяч облагается 12% налогом, а свыше 32%. И когда вы
делаете совместный ПИТ, то уже не 120 тысяч облагается 12%, а аж 240. Плюс квота вольного податку 30 тысяч удваивается, и у него тогда налог снимается не с 30 тысяч, освобождается аж с 60 тысяч. Поэтому обязательно есть такая возможность, откорректируйте даже за последние 5 лет, можно так откорректировать, начиная с 2017 года. В этом году до конца года можно откорректировать предыдущие свои ПИТы с индивидуального до совместного. Причем это можно делать только если вы находитесь в совместном браке. Раньше, еще в прошлом году, нельзя было делать совместный ПИТ, если вы только в этом году поженились. Ну, вернее, это было в 2021. Но в 2022 году добавили возможность, даже если вы поженились в декабре месяце, все равно разрешили делать уже за 2022 год совместный ПИТ. Та же самая ситуация в совместном ПИТе, если вы один воспитываете ребенка. То есть, если у вас нету совсем второго родителя или он лишен родительских прав, то так же самое я советую обязательно подавать совместный с ребенком ПИТ, внося его вместо мужонка, ребенка, и тогда, как здесь, вот у вас обязательно увеличится квота до сброта. Что же делать, если вы внесли только один ПИТ, 11 и забыли внести второй ПИТ? Опять «Утвож копия корректа» нажимаем, оставляем здесь индивидуальный, корректозазнание, нажимаем «Дальше». Все данные вот податника у нас остались те же. Нажимаем «Дальше». Тут у нас виден предыдущий ПИТ, который мы уже заполнили, и нажимаем ПИТ 11. Вы помните, что согласно первому ПИТу, если бы он только внес, то к возврату у него был налог бы 1500 злотых. Сейчас мы заполним второй ПИТ и узнаем, будет положен ему какой-то возврат от государства или нет. И если нет, то сколько он должен будет доплатить государству. Например, назва працедавца, ну какая-нибудь Анна, допустим, з єдиного стосунку праці ему положено, сумма, допустим, у него 89 901,71, кошти узыскания приходу 2500, за личку, которую он заплатил в течение года, такая была, потом на обеспечение сполечное он платил 7757,38. На здравотном он заплатил, сейчас я гляну, допустим, 4392,20. Нажимаем «Запись». У него был доход 124, поменялся на 214. Нажимаем «Дальше». И теперь посмотрим вместо 1500, сколько он должен будет, скорее всего, доплатить государству. Вот, смотрите, у него поменялся налог. Вместо получения возврата 1500 злотых, теперь он должен доплатить государству 15 376 злотых. Что же делать? Смотрите, если корректу мы успеваем делать до того, как нам пришел возврат от государства, то мы берем, делаем share на наш микрорахунок, смотрим мое видео, как сгенерировать этот микрорахунок, платим через банк эти деньги и все. Причем, если мы успеваем это сделать до 2 мая 2023 года и подаем мы корректу в декларации 2022, то тогда ограничимся тем, что мы заплатим просто этот налог. Что же делать, если мы, допустим, корректируем 2017 год, 2018, и у нас тоже вылезли деньги до заплаты? Что мы должны заплатить? Мы должны заплатить не только сумму налога, а еще и сумму процентов за то, что не заплатили эту сумму вовремя.
Поэтому будьте предельно аккуратны, и когда подаете свой ПИТ 37, следите, чтобы вы в него вносили не только один ПИТ, ваш 11, а все ПИТы от тех работодателей в течение года, у которых вы работали. Почему рискованно не исправлять свои ошибки? Потому что налоговая все равно видит все ваши ПИТ 11, которые были у вас за год, и она следит, чтобы ПИТ 37 совпадал с теми всеми ПИТами, которые вы получили за год. Если у вас будет какое-то расхождение, то они вам позвонят и начнут проверку, заставят вас заплатить не только эту сумму, не только проценты за то, что не вовремя оплатили, а еще и штраф. Похожая история с недоплатой налогов может возникнуть тогда, когда вы, например, применили льготу какую-то, а она вам не положена была. Например, вы указали ребенка, которому больше 25 лет, или указали ребенка, который, получается, больше 18 лет, но он не учился, и вам нужно откорректировать в обратную сторону. Вы уже на ребенка получили эти деньги, но вам не положено было. Тогда вы так же самое делаете корректу, убираете полностью льготу на ребенка и платите, возвращаете эту разницу, которая вам пришла за ребенка, возвращаете ее обратно на свой микрорахунок с помощью банковского пшелема, перевода банковского. Сделать корректу можно через твой ЭПИТ или в бумажном виде, либо отправив по почте, либо лично отнеся в налоговую. Но я вам показала самый удобный и оптимальный способ через программу ЭПИТы, которая не только проверяет, как правильно вы заполнили ПИТ или корректу, помогает вам и подсказывает, где вы еще забыли, что заполнить. Также там сохраняются прошлогодние ваши отправленные ПИТы, все ваши квитанции. И когда вы в следующем году будете подавать уже ПИТ 37 через эту программу, она автоматически даже заполнит все ваши контактные данные и другие данные по детям из предыдущего. Я надеюсь, это видео было вам полезным. Если да, то подпишитесь, поставьте лайк. Дальше будет интереснее. Всем пока!